Всем привет, вы на канале Диффи, это новый ролик по игре Drag Racing уличной гонки. В этом ролике я вам расскажу, как можно будет приумножить свое количество баксов, как их можно будет легко заработать. В общем, солью так небольшую схемку, небольшой свой план. Так что с вас обязательно лайк, подписка на канал, ну а также ссылка на мои социальные сети есть в описании под роликом. Ну и помимо этого, мы сегодня поговорим про ящички, которые недавно начали появляться в игре. Так что надеюсь, будет интересно, оставляйте свои комменты. Ну я предлагаю начать с ящика новогодней сотни. Этот ящик можно продавать на рынке, его можно покупать, его можно открывать и выбивать с него неплохие призы. В этом ящике находится огромное количество различных автомобилей. И, кстати, в этом году списочек автомобилей чуть изменили. Тут есть такие эксклюзивные автомобили, которые на данный момент в игре недоступны, их убрали. И плюс этого ящика был в том, что вы его получаете совсем бесплатно и можете ими сами распоряжаться, вот что с ним сделать. И ящик вышел довольно неплохим. Но вот можно вспомнить недавно вышедший в игре ящик, недавно появившийся в игре ящик рождественской сотни. Этот ящик очень похож на ящик новогодней сотни. И вы спросите, а чем же он похож? Он похож тем, что с призов вы можете также само получить различные автомобили. По факту разница между рождественской сотней и новогодней сотней вообще минимальна. Тут просто различные автомобили. Тут схожие они, есть одинаковые автомобили, что могут выпасть из того ящика. Есть какие-то отличия, но они минимальные, и ящички в целом одинаковые. Этот ящик вы тоже получаете бесплатно, но этот ящик вы можете только открыть или хранить у себя в инвентаре. Продать вы его, увы, не сможете. Возможно, в будущем его можно будет продать, но пока что этой функции недоступна. И я предлагаю поговорить еще про весенний ящик, который тоже новенький, который вот недавно появился, недавно раздавали. С этого ящика может выпасть один из 6 автомобилей, а также купон на 100 баксов и купон на нитро. Ящик довольно прикольный, я его открывал, мне он очень понравился. Да, конечно, его продать тоже было невозможно, его можно также само хранить в инвентаре. Но прикол в том, что вы эти ящики получаете бесплатно, и бесплатно вы можете получить какой-то ценный ресурс в виде автомобиля, там, в виде купонов различных. И это очень классно. По такой тенденции, возможно, в игре появится еще какой-то летний ящичек, какой-то осенний ящичек, и я был бы рад их видеть в игре. Но вот уже близится время, и близится время к апрелю. А это значит, если ничего кардинально глобального не произойдет, то нам, как и в прошлом году, как и в позапрошлом году, выдадут ящик, который называется первоапрельский ящик. Ну, название в целом логичное, тут даже никаких аналогий проводить не надо. Вот, все ясно и понятно. Получайте его 1 апреля, и с этого ящика вам может выпасть посмотрим также содержимое первоапрельского ящика. Насколько я помню, там 4 машины. Это ЛАЗ 969, The Янга, и сейчас ящичек прикольный, и мне с него тогда выпал мой первый Запорожец. Да, это очень дорого, и в чем прикол и этого не всем ящика? по карману. Ну, это по-любому у вас возникает вопрос, что чем он отличается от остальных? Тем, что получаете его вы, как и остальные ящики, бесплатно. Но этот ящик вы можете продать на рынке. И я думаю, вы уже провели аналогию. Но прежде чем я начну вам доносить суть, я хотел бы еще уделить минуточку внимания ламбе. Хотел бы обсудить один момент, и не знаю, это только у меня так или на всех платформах так, что у ламбы не работают задние стопы. Но вот сейчас я вам это продемонстрирую. Вот делаем заезд, ламба поехала, вот давайте отпустим педальку газа, и вот наблюдаете на задний стоп. Ну, либо его практически незаметно в работе, либо он не работает. Вы, наверное, сразу, а чё ты прикопался, чё тебя не устраивает, у тебя ламба, как бы радуйся. Ну, просто мне кажется, что если это какая-то недоработка, о ней стоит рассказать разлабам. Ну вот реально, вот я нажимаю на педальку стопа, ну где горит задний стоп? Ну почему она не работает? Возможно, это из-за такой прорисовки автомобиля, возможно, их и не должно быть видно, но тем не менее я хотел бы видеть эти стопы.
Ну вот, я сейчас разогнался, ну не видно, тут не получилось увидеть момент, когда тачка оттормаживается, работает стоп или нет. Но мне кажется, что он не работает. Ну, давайте третий заезд наверняка и посмотрим, сможет ли этот стоп заработать. Вот фары работают, к фарам претензий нету. Ну вот я нажимаю на стоп, ну где он работает? Ну не работает же стоп. Ну вот, кто со мной согласен, прямо сейчас спуститесь в комментарии, напишите ваше мнение, стоит ли разрабам переработать задние стопы на ламбе, или они вас устраивают. Вот потому что реально меня это чуть взбесило, почему я вообще обратил на это внимание именно в ролике, вот перебив вот самую интересную тему. Ну просто потому, что мне кажется, это стоит обсуждать. Я вчера катал по ДД и заметил этот момент, и меня это чуть конкретно взбесило, я перезашел, это не помогло, и после чего я понял, что это глобальная проблема. Ну ладно, не будем про ламбу, вернемся к теме ролика. Чтобы картинка не была статичной, давайте просто пусть будет автогонка. Для этого, чтобы у нас получилась удачная автогонка, я всегда рекомендую сделать хороший такой здравенький заезд с обычным соперником, победив его, и уже только тогда вступать в автогонку. Ну вот для примера, сейчас я еще заеду на М5 и покажу, что на М5 стопы нормально работают, и их видно в работе. Ну вот, видели, там был такой маленький кусочек, как тачка начала оттормаживаться, что у нее сразу стоп загорелся, и это реально было заметно, это хорошо сигнализировалось. В ламбе это как-то вообще незаметно, меня это чуть подбесило чуть-чуть, ну как чуть-чуть, меня аж нормально пригорело. Но все же, отходим от темы ламбы, отходим от темы бэх, возвращаемся к ящикам. Для тех, кто, может, подзабыл, немножко невнимательно слушал, мы говорили про первоапрельский ящик. Почему именно про первоапрельский? Да потому что этот ящик мы сможем уже получить в ближайшее время. И суть этого ролика была вам донести такую схемку, как на этом можно заработать баксов. Ящик вы получаете бесплатно, и с него вам может выпасть автомобиль. А зачастую этот ящик открывали, чтобы выбить драгоценный для нас зазик, и за ним тогда была вот такая погоня и за зазиком, и за этим ящиком, потому что из него можно было выбить этот зазик. И многие к этому стремились. Ящик изначально, вот как только появился, его можно было продать за 100 баксов. Но из-за этого ажиотажа, что все хотели выбить какой-то определенный автомобиль из ящика, а автомобили там реально есть интересные, эти ящики начали скупать. Цена на них начала расти. И ящик можно было купить изначально баксов по 100, по 200, а продать по 300, 400, 600 и даже 700 баксов. То есть на ящике можно навариться X3, X4, X5. И вот к чему я веду. Если не изменится список автомобилей, ящик будет привлекательный для игроков, и ящик можно будет продать, то вы сможете на этом заработать. Я вам предлагаю накопить небольшую сумму баксов, ну как небольшую, до 2000 баксов. Вот накопить, и как только выйдет ящик, зайти в игру, убить там минут 30 своего времени, половить эти ящики по выгодной для вас цене, вот по цене закупки там баксов 100-200, и как только ящик начнет расти в цене, начинайте его потихоньку продавать. Продавать начинайте тогда, когда уже появляется какая-то разница, на которой вы можете заработать. Ну и тем самым вы сможете свои вот эти вот 2000 баксов просто умножить там на x3, на x4, даже на x5 и на x7. То есть из 2000 получить там 1010. И эти деньги уже можно потратить на прокачку автомобиля, на покупку мода или на покупку каких-то других ящиков. То есть баксы никогда лишними не были и не будут. И вот так вы сможете заработать, ну, на вот такой вот схемке немножко баксов. Почему я решил это заснять вот за долгое время до 1 апреля? Да потому что иногда баксов у кого-то не бывает в определенный момент. И я вот записал ролик, чтобы вам сказать, копите сейчас, возможно, они вам пригодятся. Ящики тоже прикольная тема, мне нравится, что вот такие подарки, ништяки дарят нам разрабы. И я хотел бы верить, что в дальнейшем этих ящиков будет в игре больше и больше, что их можно будет покупать, продавать, вне зависимости от того, когда их выдали. Ну и такой ролик получился. Пишите свои идеи для заработка баксов. Возможно, этот ролик будет называться как кликбейтно. Ну, вы уж простите, я хочу, чтобы вас он заинтересовал, и вы узнали вот небольшую мою схемку. Ну, еще раз, с вас лайк, с вами был, как всегда, Дифи, всем пока-пока.